Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня мы поговорим про новинку 2021 года от Cold Steel, нож Kyoto 2. Как и первый Kyoto, вторая версия – это бюджетный фиксированный нож весьма скромным размером. Отличается от первой он только формой клинка. Если сначала у нас был танто, теперь у нас такой классический дроп-поинт. В принципе, на этом отличия заканчиваются. Первую версию можем из кадра убрать, что я и сделаю. Как понятно по названию, Kyoto, нож отдает дань японскому искусству производства ножей. Cold Steel, в принципе, славится своим стремлением обыграть традиционные ножи народов мира, и, наблюдая за их уже многолетней историей, можно сказать, что у них это весьма неплохо получается. У них есть аллюзии на финские ножи пукка, традиционные боуи, навахи и так далее. На некоторые из них мы уже снимали обзоры, можно посмотреть у нас на канале, ссылочка будет в описании. В данном ноже, помимо названия, влияние японской культуры видно невооруженным взглядом. Рукоятка, хоть и выполнена из полимера, но сформована в стиле традиционной японской оплетки для катан, которая называется цукамаки. Надеюсь, я правильно сказал это слово, но в любом случае любитель японских мультиков меня поправит. Клинок здесь расположен под небольшим углом к рукояти, что тоже часто можно увидеть на традиционных японских ножах. С происхождением разобрались, поговорим про характеристики. Здесь все стандартно для бюджетника от Cold Steel. 8 хром 13 на клинке, рукоятка из материала Cry-X, их фирменного. По сути, это всем известный кротон с добавками. Также, как мы все уже заметили, на ноже присутствует небольшая гарда, что, естественно, добавляет удобства при пользовании. То есть палец не упирается и немного нивелирует небольшие размеры рукоятки. То есть всей рукой ее не могу обхватить, но упершись в гарду уже как-то удобнее держится. Ножны по стандарту для Cold Steel пластиковые, и нож в них держится довольно надежно. Выпустить он не норовит, а учитывая миниатюрные размеры, будет вполне удобно продеть какой-нибудь шнурок в эти ножны и носить его на шее. Если вот вы носите нож на шее. Также, благодаря большому количеству отверстий на ножнах, вы можете без проблем закрепить их на своем тактическом рюкзаке, к примеру, и уже с гораздо более серьезным выражением лица смотреть аниме с мобильного телефона по дороге в свое ПТУ. Или аниме, но это не важно. Резюмируя, могу сказать, что нож вышел как минимум интересным. Он весьма неплохо сделан. Если приглядываться, конечно, можно найти небольшие косячки в виде заусенцев вот этого кротона, которые, видимо, остались при литье, которые зачем-то не убрали. Но это не страшно, это можно убрать самому и, в принципе, на внешний вид не влияет. Сам нож сделан по принципу full tank, то есть он полностью заходит в рукоятку и заканчивается примерно вот в этом месте, то есть где у нас уже начинается отверстие для темляка. Поэтому все по правилам, все хорошо, работать им можно. Учитывая размеры, он довольно маленький, может быть, не на все случаи жизни он вам пригодится, но как иметь его как какой-то запасной нож в походе будет неплохо. Можно и банку консервную вскрыть, потом 8 хром 13 переточить, но ничего страшного, с задачей он справится. Cold Steel, как всегда, умело обыграли исторический бэкграунд, и на выходе получился неплохой миниатюрный фикс с хорошими ножнами и интересным дизайном. Из-за размеров, может быть, он и не самый функциональный, но, уверен, далеко не все покупают ножи, руководствуясь лишь прикладным применением. А в качестве подарка любителю японской культуры, да и, в принципе, любителю необычных ножей, мне кажется, вариант идеальный. А на сегодня на этом все. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока. Все?